Однако, несмотря на эти ужасающие прогнозы, природа оказалась гораздо более стойкой и приспособляемой, чем можно было ожидать. Из-за катастрофы огромные территории вокруг атомной станции стали зоной отчуждения, где практически нет людей. За последние десятилетия эта территория превратилась в уникальный заповедник для диких животных, один из самых больших в мире. Недавно ученые запустили проект, целью которого было узнать как можно больше о фауне этого места. Оказалось, что отсутствие людей повлияло на животный мир гораздо больше, чем радиация. В Чернобыльской зоне были обнаружены представители фауны, которых там не наблюдали уже больше века. Удивительно, но за последние 30 лет количество животных в зоне отчуждения возросло в разы, что позволяет утверждать, радиация не так пагубно влияет на фауну, как вмешательство человека. Исследования показали, что в чернобыльских лесах значительно возросло количество диких кабанов, косуль и лисиц. Кроме того, здесь были замечены редкие животные, такие как европейская рысь и бурый медведь. Профессор университета города Портсмут Джим Смит утверждает, что авария, несмотря на все свое разрушительное воздействие, в итоге создала уникальный заповедник. По его словам, «Мы не говорим, что радиация – это хорошо, но отсутствие человеческого влияния позволило популяции животных увеличиться в разы». В Чернобыльской зоне даже удалось заснять на видеокамеру очень редких лошадей Пржевальского. Эти животные чувствуют себя здесь прекрасно, а их численность продолжает расти с каждым годом. По данным ученых, в зоне отчуждения сейчас обитает в 7 раз больше волков, чем в близлежащих заповедниках. Кроме того, некоторые виды птиц начали возвращаться в зону отчуждения, устраивая гнезда вблизи разрушенных зданий и на деревьях, которые, конечно, теперь никто не вырубает. Это еще раз подтверждает, что даже в условиях радиационного загрязнения природа находит способы выживания и размножения. Однако, конечно, не все так идеально. Например, исследователи обнаружили снижение количества полезных бактерий и необычные мутации среди некоторых видов дикой природы. Тем не менее, отсутствие человеческой деятельности вокруг закрытой атомной станции создает условия для процветания диких животных. Это стало уникальным феноменом не только в Чернобыльском регионе, но и во всем мире. Чернобыльская катастрофа оставила многих домашних животных без хозяев. Люди покинули эти места, оставив питомцев. Одни из них погибли, другим удалось приспособиться к жизни без людей. В Чернобыльской зоне, возле села Лубяны, ученые обнаружили уникальное стадо диких коров, за которыми активно наблюдают уже в течение 3 лет. Эти коровы прекрасно обходятся без участия человека. Стадо состоит из потомков тех коров, которые были брошены на произвол судьбы. Они являются быками и коровами в 4 или 5 поколении. Благодаря продолжительному времени жизни на воле в стаде установилась строгая иерархия. Сейчас самым главным быком является огромный самец, потерявший 1 глаз в сражениях с хищниками. Этот бык не изгоняет остальных самцов из стада, если они не трогают его самок. Быки стали своеобразными боевыми единицами и помогают стаду защищаться от хищников. Они научились отбиваться от стай волков, встав в плотное кольцо, внутри которого находятся телята и коровы. Генетика и борьба за выживание полностью изменили этих животных. Теперь их образ жизни гораздо ближе к их предкам, диким турам, чем к современным домашним коровам. Удивительно, что такие изменения произошли всего за несколько поколений. Последний тур, дикий предок современного крупного рогатого скота, умер в лесах Польши около 1727 года. Ученые не могут поверить, что коровы так легко адаптировались к жизни без людей. Теперь они выполняют важную функцию в Чернобыльской зоне. Поддерживают ландшафт местности, по сути являясь живыми газонокосилками. Эти сильно изменившиеся домашние животные научились переносить даже суровые зимы, разрывая снег копытами в поисках пищи и находя укрытие в полуразрушенных коровниках. На сегодняшний день в стаде насчитывается около 20 особей. В отличие от домашних стад,
которые пасутся на больших лугах, эти коровы держатся у лесных опушек, где им легче защищаться от волков. После всего увиденного ученые пришли к поразительным выводам. Несмотря на сильное радиационное загрязнение, территория вокруг Чернобыля оказалась более комфортной для животных, как диких, так и бывших домашних, чем любая другая территория на планете, где присутствует человек. Природа восстанавливается и процветает там, где нет человеческого вмешательства. Это дает надежду, что даже после самых разрушительных катастроф природа сможет восстановиться, если предоставить ей такую возможность. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.